Дорогие друзья, сегодня у нас на печном тест-драйве печь Бавария Призматик пристенно-угловая, производство Эко-Камин. Прикрываем. Ну вот и сразу огонь как-то стал более плавно гореть. Как раз для разогрева вот такой вот режим работы, он оптимальный. Ну, видно, как вся внутренняя футировка покрылась слоем сажи. Это нормальное явление, потому что футировка еще не прогрелась, для этого нужно время. После того, как она прогреется, сажа вся выгорит, и она станет белой. Прошу минуту вашего внимания. Подпишитесь на наш канал. У нас есть много интересного и полезного для вас. Ну, вот печь уже достаточно хорошо дает тепло. Камера не позволяет, конечно, почувствовать, но идет мощное такое инфракрасное излучение от огня в помещении. Ну, а в таких печах современных все-таки основное тепло идет от конвекции. Убавим подачу воздуха и посмотрим, как будет меняться характер горения. Вот уже исчез шум, пламя стало более спокойное. Ну и мне кажется, более красивое. С момента розжига прошло 35 минут, и уже можно добавить дрова. Добавлять дрова лучше не по одному, а по 2-3 полена. Как красиво горит. Ой, Вот это подача воздуха через колосник. Видите, какая мощная тяга, когда все заслонки открыты. Не нужно такого сильного горения допускать. с ума сойти. Поэтому прикроем шибер и прикроем подачу воздуха. Перегревать печь нельзя. Это опасно и неэффективно с точки зрения КПД печи. А на стекло? То, что там. А на стекло мы оставляем открытую, чтобы воздух все-таки отсекал сажу. Так мощно горит вообще. Красиво очень. Угу. Даже тепло стало. Жарко, я бы сказала. А сейчас, да, уйдет. Ну, полчаса прошло, считай, тут вообще жарище невыносимое. Посмотрим, как работает регулятор мощности. Это полностью открытая заслонка, а это вот полностью закрытая. То есть печь чувствительно достаточно реагирует и сразу, практически мгновенно. Блин, так красиво. Вот так вот постепенно, если открывать, вот она практически сразу реагирует. И закрываем потихонечку. Полностью. А сейчас померяем температуру в разных частях печи и помещения. Для этого воспользуемся вот таким вот пирометром лазерным. Предел температуры измерения у него до 950 градусов. Такой пирометр я купил на AliExpress. Ссылочку под описанием оставлю, где можно его приобрести. Вот на стекле 330 градусов. Верхняя часть печи. Здесь идут конвекционные потоки, поэтому она не сильно разогревается. Но тем не менее 200 градусов опасно для кожи. Можно обжечься. На выходе из печи на трубе 275 градусов.
температура на наружном кожухе. На наружном кожухе вот 78 градусов. Температура вполне безопасна для древесины. Померяем в зоне горения, померяем температуру на задней футировке. Вот она, кстати, уже очистилась. Чтобы открыть дверь, открываем регулятор мощности, все заслонки полностью, открываем шивер и правильно открываем дверь. Сначала делаем маленькую щель, выравниваем давление и плавненько открываем. Температура на футировке 460 градусов. Температура где в горячих углях 760 градусов. И температура, допустим, верхнего газоотбойного щита 470 градусов. Итак, дорогие друзья, подведем итог печного тест-драйва печи Bavaria Prismatic пристенно-угловой. В ценовом сегменте до 30 тысяч я считаю, что печь вполне себя оправдывает. Печь сделана качественно. Внутри установлена футировка, то есть шамотные плиты. И такая печь прослужит долго. Плиты эти легко заменяемые, потому когда они, если даже выйдут из строя, их легко заменить. Вся тепловая нагрузка приходится на плиты. Положительный момент то, что глубокая топка и дрова. Ну, многим почему-то нравится, чтобы дрова большие, крупные помещались. Все это есть. Хороший обзор, боковые стекла, то есть топка призматической формы. Печь позволяет с разных углов видеть пламя. Разница температур внутри топки и на выходе показывает, что все же печь, конечно же, она не дотягивает до мировых таких брендов, таких как шведская Контура, датский Хвам. Но печь все же, она для своего покупателя в своем ценовом сегменте произвела очень хорошее впечатление. Поэтому всем рекомендую печи. Мы давно работаем с производителем Экокамин, и у него продукция качественная, и людям нравится, покупают ее. Поэтому рекомендую эти печи для установки. Дорогие друзья, я обещал показать те измерительные приборы, которыми мы пользуемся. Мы пользуемся вот таким вот измерителем влажности. Тоже он куплен на AliExpress. Сколько стоит, не помню, но ссылку оставлю, посмотрите. И затем пирометр, лазерный пирометр. Вот таким пирометром мы пользуемся. И предел измерения от минус 50 до 950 градусов. Для наших целей вполне достаточный диапазон. Коль мы взялись за приборчик, померяем, допустим, вот на стекле 305 градусов температура. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы по выбору и работе печей и каминов, вы можете задать их в комментариях. Также в нашем салоне вы можете заказать понравившуюся печь или камин. Отправьте заявку в свободной форме по электронной почте. Адрес вы найдете в описании к видео. Мы вышлем вам договор и организуем доставку до вашего населенного пункта. Скидки предоставляются в обязательном порядке.